Я думаю, что тут крафтеров море. А у них тут вот офис. Документы тут они сдают, так понимаю, получают. Все дела. Здравствуйте. Ё-моё. Ну это-то ладно. А вот здесь, надеюсь, водитель жив. Остался. Блин, жуткое зрелище, конечно. В 6 утра, понедельник, 13-е. Как мы вчера вовремя съездили. Сегодня уже вот. Видите, сколько их здесь? Снежочек идет. Вот еще один выезжает. Вот наша машинка пришла. И рядом со мной еще наш МАН припарковался. Вчера только приехали с Новосибирска с Сашей. Саша поехал, и буквально через полчасика наш МАН приехал. Тоже уже не спит. Ему со мной выгружаться. Но у него это конечная точка. Это я еще дальше поеду. А у него это конечная точка. А мы тут снова тортиком балуемся. С утреца калориями заправляемся. Медовый. Спасибо Александру, с которым мы вчера прекрасно прокатились по городу Новосибирску. Вот, говорит, тебе торт. Я говорю, вы обалдели. Я говорю, так точно скоро за руль не влезу. Влезешь, говорит. Спасибо огромное. Кайфуем. Сане, соседу с фирмы. Говорю, на кусочек помоги. Мне говорит, не хочу, не ем сладкое. Хозяин барин. Наше дело предложить, ваше дело отказаться. Будем сейчас собираться. Он с Кирова груженый. Он тоже Омск выкинул и здесь. Но здесь у него там цепи какие-то везут. У него здесь крайняя точка. Та наша машина, не знаю. Его вчера не было. Видно, позже приехал. Мы его не видели. А вот. Сейчас завалим кусок медового. Да будем потиху собираться. Поедем. Не знаю, успею сегодня в Барнаул хотя бы один выбросить. 2-то я точно не рассчитываю. Все будет зависеть, как тут они будут работать. Женский голос по телефону сказал, что склады работают с 8. К 8 поедем. Без 28 коллега мой поехал. Не здравствуйте, не до свидания. Не поехали вместе. Ну, ради бога. Езжай. Сейчас кино доделаю. Тоже поеду. Ну и что у нас покажет? 22,5 часа я отстоял. Большого-то мороза нет. Давление ресивера слишком низкое, это ладно. Мне аккумулятор интересно.
Контрольные данные, напряжение КБ. Ух ты, 23,1. Интересно, заведусь я или нет? С полоборота. Хорошие батарейки. Ту-ту-ту. Все, сейчас воздух накачает. Без 5,8. Поехали. Поехали. О, еще и вон еще один наш поехал. Все в одно место, что ли? Сейчас колейка из кубиков будет. Может быть, в одно, да. Раз все здесь, то, возможно, мы все в одно место. Я буду последний. Ну ладно. Я как бы сильно и не рассчитываю сегодня успеть Барнаул разгрузить. Даже если это и получится, то один. Второй я однозначно не успею выгрузить. Поэтому, может быть, даже... Ладно. Ну так тут все, в принципе, достойно на этой стоянке, я вам скажу. Тут вот все удобства. Жжет, тут баня. В столовую я еще не ходил. Не знаю. Вот так тут все как бы вполне достойно. Интернет так, мой, во всяком случае. Чуть-чуть не очень. Плавающий такой. То 4G, но такое слабенькое, то H+. Так, гуляющий немного. Ну да ладно. Если сюда вот нужно в эти края, то можно, в принципе, на эту стоянку спокойно ехать. Давай, заскакивай. О, 28-й. Это ж у нас что? Хабаровский... Нет, Амурская область. Ой, здесь вот все заставлено машину. Это, наверное, база какая-то или что тут? Хотят парни наши быстрее разгрузиться, да ради бога. Мне не жалко абсолютно. Там, наверное, теплицы какие-то, да? Смотрите, как зарево такое. Светло, как днем. Это не он. Нет, это не он. Казалось, что наш туда не поехал. Да не, я думаю, туда оба поехали. В этот. Верхтулу в эту. Верхтулу. Агроцентр. Камень на Би, Карасук. Карасук это вот это, на Казахстан, я так понимаю, да? Вроде бы. Вот с левой стороны, вот мне вот сюда куда-то вот лампочки горят. Банки звенят. Сейчас они там нуля будут
сюда. Я чуть наших машин не вижу. Пойду узнавать. Ждите. Где ждать? А где хотите. Территория позволяет. Запустили бы, вот тут поставили бы, да и все. Нет, вот ждите. Вот так, стой на дороге, сейчас мешайся. Я никуда не поеду разворачиваться. Буду тут стоять. КамАЗик сигналит. Ворота открывай, дядя. Чтоб он с разбегу мог взять. Обалдеть. Вы же знаете, сколько время? 11 утра. Уже 3 часа стою. Ну, может, сейчас после этого КамАЗика. По идее, я после него регистрировался. Ну, какие у него номера матерые. 666. Кемеровский поругался что-то. Ну, тут проехать спокойно ж можно. Чего он ругался, интересно. Непонятно. Чего он шумел. И наш вон стоит. Тоже его. Но он после меня регистрировался. Я не знаю, где он катался. На 15 минут раньше уехал, позже приехал. Я вот на место КамАЗика стал перед воротами. Ну вот стою, жду. Еще наивный хотел сегодня этот Барнаул разгрузить. Ага. Размечтался. Сегодня здесь сейчас будешь до обеда здесь стоять, потом после обеда будешь выгружаться. День потерян. А я еще хотел, чтобы они в субботу вышли. Ага. Наивный. Нифига, они там катаются у него в прицепе. Как он их везет? Ну, это откуда-то совсем недалеко по месту. Ну да. Ну, сейчас он с горочки чуть тормознул, и все. И заднюю, не все там собрались. Как обычно, по месту, да. Всегда так вожу. Каждый день. Так можно и довозиться. О, наш поехал. Короче, мои фильтра решили оставить на закуску. Время час дня без 5. Нашего разгрузили. И только сейчас дали мне отмашку. Обалдеть. Размечтался сегодня выгрузить Барнаул. Сегодня до него доехать бы хотя бы. Хотя нет худа без добра. Пока стоял, ждал. Вот видите, Владимир, коллега с муковоза. На муковозе. С Алтайского края. Проезжал мимо, увидел, подошел. Познакомились. Удачи ему. Наверное, по мою душу. Добрый. Сейчас вот здание, нагибаете его, направо ушел, налево, голову сюда завел, и там пандус с той стороны. Вот это маленькая или полностью? Не, полностью прям огибай его. Там я тебе встречу покажу. А, понял. А это вот тут еще вот, это тоже вот ваше. Может, туда надо отдать, да? Сертификаты тут какие-то. А это потом, когда документы когда будешь подписывать, логистам отдать. Хорошо, хорошо. Короче, вокруг полностью еду, да? Да, вокруг его объезжай, там я тебе встречу покажу куда. Добро. Ну, говорит, таскаем вот, видите, вот на Скании остановился. Таскаем, говорит, сюда, с Алтайского края. Перепроложить. Ну что ж, раз уж так, значит так. Значит, выгрузим, дай бог. Ну, в любом случае, даже если бы тут выкинули. Через 160 метров поверните Не, направо. подождите, тут. Нет, ну все правильно, сюда.
полностью огибать. Я и поехал полностью огибать. Я уже задремал, так с просонья и толком и не понял. Вот. Ну, дай бог, завтра 2 Барнаула выкинем. Все равно я сегодня один бы не успел бы выбросить. Однозначно бы не успел. Мне еще ехать 246 километров. Да? Вон там пандус между стеллажом и колесами. Вот туда намечайся. А сразу открыть ворота или там можно открыть? Под завязку загружено. Не, один борт свободный уже. А свободный борт задний? Ну уже в Омске была выгрузка. Понял, тогда открывай сразу и подъезжай. Тогда пойду открою. Подъезжаем. Загнали так среди колес. Все. Можно теперь идти спокойно кухню разводить. Я думаю, тут песня долгая. Пока они там свое достанут, запросто успеем пообедать. 2:30. Вот уже 1,5 борта свободно. Все, отъезжаем. Так, собираю бумажки. Идем, отмечаем документы. И почапали в Барнаул. Екатерина Николаевна? Здравствуйте, меня зовут Алексей, водитель. Это фильтра сливного везу. Подскажите, а с какого часу начинаете работать? Во сколько приезжать завтра? Ну, к 8:30 уже можно подъезжать по адресу там. Все, хорошо, спасибо. Завтра буду. До свидания. Все, к 8:30. Завтра по адресу. Улица Балтийская. Сейчас без 5:03. Поехали. Что-то мне тут до Барнаула чуть ли не 6 часов показывает ехать Яндекс. Через 120 метров поверните направо. До Бугринского моста 33 километра и почти час рисует. Поедем как Яндекс рисует. Он как-то так это. Что другими дорогами еще дольше. Ну уже как есть еще. Другой-то дороги на Барнаул нету, поэтому тут нам без вариантов. Can't find my way back
to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been gone. Say the things you're holding on to. I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless. So call my name again. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been gone. I've been gone. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been В общем, едем через город, как ведет нас Яндекс. На дороге с круговым движением съедьте, используя третий съезд. Посмотрел 1, 2, 3 маршрут. Яндекс говорит, этот самый короткий. У кого тут главное? У меня, у него. Используйте третий съезд. Перепроложить. Ну, мы через тещин язык едем. Ну, новосибирский тещин язык, про который Саша говорил. Я как-то ездил через него. Мы через него тоже выйдем на Бугринский мост. Мы вчера здесь катались. Возвращались из города этой дорогой. Тут-то ладно, говорю, меня вот там что-то пугает. Что-то после Искитима Яндекс рисует по прямой, вообще нет движения. И какой-то там объезд. Что там опять случилось? Он мне до Барнаула выдал 6 часов полета. Машка 240 километров выдает за 6 часов. И потом там еще что-то, какое-то затруднение. Короче, тут будем до ночи ехать. Окошко помыть. Уже как есть, ничего не попишешь. Ну, 5 часов провалын дали, 5 часов. А выгрузили быстро, ну, сколько там? 1,5 часа, даже меньше, наверное. Поверните направо. Так, вот здесь направо. На следующем Улица повороте Троллейная. поверните направо.
Из-за снега вот получается из 4 полос получилось 3. А хотя нет, каких 3? Не, все 4, все правильно. Правая направо, прямо, прямо, прямо направо, прямо, ну да, левая налево. Улица Сибиряков-Гвардейцев. Мы ее пересекаем. Вот тут так постояли немножко. Тут светофор зеленый горит секунд 20, наверное, может 25 каких-то. Вроде дальше до моста Бугринского все зеленое. А это мы по Немировича Датченко едем. О, еще светофор поймал. Да что ж ты будешь делать-то? Что такое не везет и как с ним бороться? Через 600 метров будем на улицу Ватутина поворачивать. Такие имена, да? Немирович, Данченко, Ватутин. Звучные такие. Снова снежочек что-то тут подсыпает немножко. У меня сейчас те же 7,5 на ведущую остались. 8 уже на телеге. Ну, хвост пустой уже, видели. Там 1,5 борта, вообще ничего нет. Телега пустая. Телега уже пустая. Вот здесь нам направо. Через 300 метров поверните направо. Успеем повернуть сейчас. Ух ты. Обидели сзади. Успеем, но надо пропустить людей. Никто там не решил перебежать перед машиной. Слава богу. Ну и все, тут сейчас вот раз и как бы должны быть на мосту. Сейчас как-то вот правее и все, и поехали. Да. Берем правее. Вы превышаете допустимую скорость. Берем правее, но чуть-чуть позже. Маша другую дорогу. Ну, Маша хочет туда, на эту поехать. На плотину. Она не понимает, что через плотину там чик-чик. Прилетал. 500 рублей прилетала на Скании. Гаишники не остановили, а фото. Фото пришло. Там все в камерах завешено.
сейчас выходим на мост. На Бугринский. Да нет, что-то я довольно быстро доехал. Ну, в принципе, это полчаса только езды. Ну, еще минут 10 стояния. Минут за 40 в общей сложности. Здесь тоже, ой, да, ну, купаться можно. Вся он не замерзшая нифига. Сейчас Бердское шоссе, направо на Бердское шоссе и вперед в сторону Бердска, Искитима, а вот дальше там не знаю. Будем Бердск проходить, надо будет еще раз в Яндекс залезть посмотреть. Он мне рисует, что вот за Искитимом какой-то объезд. Почему-то прямо вот этот кусок дороги он даже не предлагает там проехать. Что там за засада? Даже пока и не знаю. Нагребли. В начале зимы снега не было, Саша говорит, а потом как повалил. Ну я тут как раз я ушел, уехал отсюда. Мафиоза тут все жаловался, столько снега, вай. Я, говорит, все время буксую. Бедолага. Тоже сейчас здесь, но он там на этой. На станционной грузится. Не получилось пересечься. Задержали с выгрузкой. Все, погнали. Здесь целый час просто. УАЗик, красавчик. Да, длинный город, вопросов нет. Если бы через плотину поехали, то вот здесь бы вот выползли. Вон прямо в лапу, вон там, видите, мигающие стоят. Короче, если на плотину, то это вот туда. Но у нас наконец-то Новосибирск заканчивается. Ну, сейчас не успеет он закончиться, Бердск начнется. Долго. С моста спустился, вот сюда, полчаса ехал. Длинный город такой, вытянутый вдоль Оби. -11:00, -11. Ташанта. Это же граница с Монголией. Надеюсь, правильно название произнес. Барнаул 200, 181 километр до стоянки мне рисует Машка. Ну вот водохранилище. Плотиной образованное справа. Ну и соответственно впереди Бердск на горизонте.
это уже Бердск. Нет, еще знака Бердск не было. Вон там даже рыбачки что-то бегают. Вам не видно, поверьте на слово. Рекламная сторона в продаже. Что-то желающих нет. Еще Новосибирск-то не закончится. Вот только Новосибирск заканчивается, и сразу плавно начинается город Бердск. Здесь южнее, видите, разбагаживается. Там чуть-чуть снежочек сыпало, здесь вот солнышко светит. Лепота. Бердск, Стелла. Снегом засыпанная. Транспортный контроль. Сейчас заезжал в Новосибирск, да, с той стороны. Видели, там на выезде транспортники стояли. Обалдеть. И как раз узбек выезжал, коллега. Цап-царап. Комцумир. Битта за угол. Приняли они его. Давайте мы, наверное, вот этого нашего алтайского коллегу объедем. Как-то он, ну, очень скромно едет, не торопится никуда. Мы тоже не торопимся, ну, 60 совсем уже ехать как-то медленно. Сейчас тут слева вода будет, справа вода. Симпатичное место такое. Это моя скорость, точно. В пределах ненаказуемо. Речкуновка или Речкуновка. Лучше не будут произносить, а то опять ошибусь. Вот эти яхт-клуб, акваленд, все дела. Здесь тут яхт, тут, ой, летом едешь, тут все заставлено. А дорожек-то вон сколько через, видите, народ не хочет обходить напрямую, вон чапает через это по замерзшему водохранилищу. Молодцы, кораблик там уже пришвартованный до весны. И слева тоже. А тут, я так понимаю, какие-то дома отдыха, наверное, да? На берегу водохранилища. Река Бердск, кстати. Не водохранилище, а река. Залив, все дела. Красивое место, да? Согласитесь. Отдохнуть тут. Природа, воздух свежий, рыбалка. Изъезжен вон весь этот. Весь лед снегоходами укатали. Грузился как-то в Бердске. Где-то туда направо уходил, там куда-то, короче, в лесу каком-то там. Какой-то станок на Францию грузил. Про 4 дня ждал его, этот станок. Туда хорошо была норма круговая, а станок весил всего 3 тонны. Ну, вы сами понимаете, да? Что 20 тонн тащить обычно мы, ну, с востока на запад 20-ку всегда тащили. 20, 22. А здесь 3. Это в ладоши хлопало от счастья. Не грех было и 4 дня постоять.
желтый сейчас уже скоро начнут штрафовать. А потом на зеленый. Что новость читал недавно. Может быть и так, может быть и так. В общем, отбой тревоги. Это я что-то в Яндексе ковырялся и ткнул ему этот грузовой. Грузовик поставил. И все, и он вот где-то вот здесь должен был направо уходить. Вот из Китим. Слева по борту. Там вот сейчас чуть дальше Скания. И это он, ну, может, какой знак видит, может, еще что-нибудь. И все, и он по прямой не ведет. Там, может, говорю, может мост какой-нибудь на мосту, там 20 тонн стоять. Все, точно так же, как вот сейчас, если Машке ткнуть грузовую программу, то она с Минска до Москвы будет через Владивосток вести, там по прямой она там мост какой-нибудь видит, и все, и она обводит. Потому что у меня у Машки тоже автобус стоит. У нас же любят там, что там, знаки там, взяли там 20 тонн, федеральная дорога, мост 20 тонн, воткнули, все, я уже под него не подхожу. А в программе-то он вбит, и все, и она понимает, что мне туда нельзя по параметрам, параметры-то забиты, и все, и начинает кругами обводить. И бывает, если не забываю, там надо, ну, в город куда-нибудь въезжаешь и не знаешь, как ехать, так меняют там ей на грузовик. А так у нее стоит автобус, поэтому она и под высоту бывает, ну, вот как вот в Омске затащила. И, ну, в общем, может завести туда, куда не надо ехать на грузовике. Потому что, ну, если постоянно оставить грузовик, то это невозможно. Говорю, с Минска до Москвы, ну не до Москвы пускай-то, я не помню, куда-то я забил, как-то экспериментировал, забивал, и она там вместо там 800 километров 8000 нарисовала. Ну, я образно говорю. Также и здесь вот Яндекс. Я когда сидел там, тыкал, взял, дай ему грузовой поставлю. И все, и он уводит куда-то туда, там чуть ли не к Казахстану, и там оттуда как-то надо заехать, в общем. Сейчас вот все поставил легковой Яндекс, никаких вопросов. Все зелененькое до Барнаула, только кати. Так что все хорошо. Дай бог, поехали. Компьютерная диагностика грузовых и легковых автомобилей, правильное отключение мочевины, перепрошивка электронного блока управления МАЗ, КамАЗ, Мерседес, Скания, Вольво, ремонт электропроводки, в том числе и КамАЗ 5490 с двигателем Мерседес. Находимся 58-й километр трассы Р-256. СТО «Автоэлектрика». Телефон 8 923 703 0108. Все, запомнили? Ну, погнали туда.
21 километр отсюда до точки выгрузки. До Барнаула 22, до Горно-Алтайской 239. А до стоянки 1. Написано было, что там мест мало. Через 700 Ну, как бы маленькое. По идее, время еще только 6:30. Вот паркинг для грузовиков. Я думаю, местечко нам там должно найтись. Через 300 метров поверните направо. Затем прибудете в промежуточный пункт. Вот сюда. Ну, есть еще места. Нам хватит. Через 30 метров поверните направо. Затем прибудете в промежуточный пункт. Так, так понимаю, это вот сюда направо на стоянку. Ну да, как бы она тут совсем маленькая. Получи скидку туда-сюда. Как тут? Куда тут становиться? Вы достигли промежуточного Вот рядом пункта. с Ивекой, Затем вот хвостом выполните дороги разворот загоним. там, где это Ну да, окончится. стояночка тут, конечно, 10 машинок. На следующем повороте поверните направо. Затем Ну да ладно. прибудете в промежуточный пункт. Места есть. И это главное. Интернет что? 4G. Ну и все. Паркуемся и ждем завтра. Так, хорош. Блин. Не мой. Опять.